Вот такой обалденно вкусный ужин я сделал. Картошка, жареная в духовке по новому рецепту. А также грибы с курицей. И на десерт сделал творожный крем с изюмом и сверху варенье. Выглядит аппетитно, но получилось обалденно вкусно. Тоже все. Если вы желаете узнать, как я это все сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню, время готовить. И сегодняшнее блюдо будет... Ну, сегодня я утром был на YouTube, и один блогер дал мне идею, что приготовить себе на ужин. Я буду делать картошку на гарнир совсем новым методом для меня. Я таким образом еще раньше не делал, и с вами хочу поделиться, как я буду делать. И пожарить курицу с грибами, тоже новый метод для меня. Итог должен получиться обалденно вкусный. И чтобы время не терять, пойдемте покажу, что и как я буду делать. В то же время у меня же духовка нагревается до 180 градусов. Итак, все нарезки, то, что мне понадобится, сегодня я уже все сделал, приготовил. Картошку сейчас отцежу от воды и замаринуем. Так, сюда наливаем масло. Соевый соус. Никогда не делал таким методом, но хочу попробовать, посмотреть, что получится. Устричный соус. Устричный соус должен дать красивую карамелизацию. Так что попробуем. Добавляем тимьян. Кумин. Паприку. Кумин это тмин. Перец. Чеснок. Соль. И как следует все это перемешаем теперь. Как вы видите, эту картошку я нарезал дольками. Никогда таким образом я не делал картошку, но хочу попробовать. Посмотреть, что с этого получится. По идее говоря, должно получиться очень вкусно. Так, все мы перемешали. Отправляю в форму. Накрываю фольгою. И отправим в духовку 180 градусов 45 минут с фольгой, потом 15 минут без фольги. Так что с Богом. Теперь займемся так. Как вы видите, я буду делать еще десерт. Хочу сделать взбитую творожную массу с изюмом. Так что изюм я уже залил горячей водой. Так, для курицы нам понадобится кусочки курицы, я уже сделал маленькие кубики, грибы, лук, белый молотый перец и соль. И, конечно, масло.
Я взял глубокую сковородку. Сюда наливаем масло. Я пользуюсь постным подсолнечным маслом. Включаю газ. Сейчас немножко это раскалится, и мы отправляем сюда курицу. Так, теперь отправляем сюда. И оставим так, и не трогаем пару минут, пускай немножко прожарится на одной стороне. Через пару минут можно будет переворачивать. Итак, теперь немножко помешаем, чтобы стало равномерно жариться с обеих сторон. И сюда же теперь добавим лук. Добавлю перец. Так, оставлю пару минуточек, пускай так жарится, и через пару минуточек я помешаю. И так мы сделаем пару раз. Так, как вы видите, красиво все пожарилось, стало уже румяниться. На этом этапе еще добавляем грибы. И слегка подсолю. Потом еще проверьте, если вам надо, то еще добавите соль. Лучше не досолить, чем пересолить. По идее говоря, грибы должны дать влагу очень хорошо, и нам эта влага нужна. Нам надо совсем чуть-чуть влаги. Если недостаточно, то добавим еще кипяченую воду чуть-чуть. Так что теперь пускай жарится, время от времени помешиваем. Как вы видите, здесь хорошо все жарится. Грибы дали свою влагу очень хорошо. И соль тоже помогла выделить влагу грибов. Я накрою и пускай минут 10-15 так еще протушится, и тогда покажу, что дальше делать. Теперь займемся приготовлением нашего десерта. Я взял миску. Здесь у меня 450 грамм творога, но я всегда все добавляю на глаз. Творог перенесем в миску и пропущу через блендер для однородной массы. Так, более-менее достаточно. Сейчас это убираю. Так, сюда добавлю теперь примерно столовую ложку сметаны. У меня здесь сметана заканчивается. Сейчас я эту всю сметану сюда отправлю. Так. Сюда добавим теперь ванилин по вкусу. Сахар. Тоже по вкусу. Если очень сладкое, побольше сахара, не очень сладкое, поменьше сахара. И здесь у меня немножко есть сливок, и сливки тоже сюда добавим. Так. Слегка перемешаю сейчас, потому что творог там на дне будет, иначе у нас. И теперь все это мы сейчас собьем. Начинаем с маленьких оборотов, чтобы как следует все перемешалось. Отлично. Сейчас попробую на вкус. Масса получилась очень нежная. Я сейчас добавлю еще чуть сахара. И немножко опять пройду миксером, чтобы все это перемешалось. И на этом недостаточно. Так, теперь сюда мы отправляем изюм. И как следует все это перемешаем. Вот и все. Сейчас это почищу немножечко и накроем и отправим это в холодильник.
десерт у нас готовый. Делается же легко, но в то же время это полезно. Так что теперь отправляю это в холодильник. Итак, курица у нас хорошо здесь протушилась. Я налил сюда примерно пол-кружки воды, чтобы жидкость у нас была. Потому что у меня вся жидкость испарилась. И теперь, чтобы такое очень... чтобы немножко было густое, а не очень жидкое, вы добавьте сюда смесь крахмала. В моем случае я добавлю сюда ложку растворимого соуса. Вот так. Чтобы немножко было густовато, как соус. Как вы... И теперь я накрою, дам 5 минут покипеть, и на этом у нас соус будет, курица с грибами готовая. Так что вы растворите немножко крахмал. Если у вас растворимого соуса нет, добавьте сюда немножко крахмала, чтобы немножко густое было вот так как. И сейчас я накрою на 5 минут, и тогда выключаем газ. И на этом у нас готово. Курица готова. Ну вот такой результат получился. Смотрите, какая прелесть, как аппетитно все выглядит. Картошка, жареная в духовке по новому рецепту. Также по новому рецепту курица с грибами. И творожный крем с изюмом. И сверху я еще добавил варенье с вишней. Итак, сегодня я поделился еще одной идеей, что можно приготовить на обед или на ужин. В моем случае я приготовил по новому рецепту картошку, я сделал по новому методу, получилось обалденно вкусно. И также по новому методу я приготовил курицу с грибами. И что-то на сладкое решил тогда сделать просто творожный крем, взбитый с изюмом, и сверху еще украсил немножко вареньем. Получилось все обалденно вкусно. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дало какую-то идею сделать то же самое, или что-то наподобие такого, почему бы и нет. А на этой аппетитной ноте хотел бы попрощаться. Моя семья теперь садится за ужин, а вам хочу пожелать самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.